О скромности. Упраздненное учение. Изучение жизнеописаний великих мужей прошлого показывает, что в былые времена скромность считалась одной из 4 добродетелей и говорили, что скромность зиждется на нравственной чистоте. Словом «скромный» называли такого человека, который отводил взор от посторонних и закрывал уши для злословия, не протягивал руку к чужому добру, не отрезал уста для брани и не раскрывал душу для недостойного. Таких людей любили, и вот что говорили: «Средь всех людей возвышен человек, подобный кипарису, непорочный, правдивый и воздержанный». Рассказывают в подтверждение этому, что один мудрец, услышав, как его сын кого-то порицает, сказал: «О, сынок, почему ты для себя не отвергаешь такого недостатка, которого порицаешь в других?» Один человек жаловался на другого и перечислял его недостатки перед повелителем правоверных Хасаном ибн Али. Повелитель правоверных Али сказал сыну: «Сын мой, заткни уши, так как этот человек изливает перед тобой все самое грязное, что нашлось в его посудине». Когда привели на виселицу Мансура Халаджа, он сказал: «В детстве я как-то брел по улице и услышал женский голос с крыши. Чтобы разглядеть ее, я взглянул наверх. То, что сейчас я смотрю вниз с виселицы, является искуплением за тот взгляд наверх». Что говорит нам действующее учение о скромности? А наши господа говорят, что древние допустили на этот счет ужасную ошибку и драгоценную жизнь провели в заблуждении и невежестве. Человеку, который воспитан в подобных правилах, не будет никакого проку в жизни. В тексте Божественного Откровения сказано: «Знайте, что жизнь ближайшая – забава и игра, и красование и похвальба среди вас». И смысл этого изречения они так толкуют: цель земной жизни – это веселье и забавы, наряды и тщеславие, накопление денег и одоление потомков. Они говорят также, что игры и забавы для разврата и греховных действий – дело невозможное, а накопление денег без притеснения и тиранства, без клеветы и без хулы – это абсурд. Поэтому поневоле получается, что тот, кто ведет скромную жизнь, лишен всего этого, и его живым-то считать нельзя. Жизнь его тщетна, и он влечет существование согласно аяту. Разве вы думали, что мы создали вас, забавляясь, и что вы к нам не будете возвращены? В самом деле, ведь это же несусветная чушь, коли человек, которому выпадает счастье оставаться наедине с луналикой, вместо того, чтобы извлечь живительную радость от свидания, станет бубнить, что он, дескать, муж целомудренный, и в конце концов будет опозорен клеймом отказа. А ведь может случиться, что больше никогда в жизни ему так не повезет, и он умрет с тоски, твердя: «Жаль, что упущен счастливый случай». Такого человека, которого когда-то называли скромным, непорочным и воздержанным, теперь называют ослиным задом, злополучным и злосчастным. И еще они изволят учить, что глаза, уши, язык и другие члены созданы для получения выгоды и предотвращения вреда, и что утверждать тот или иной член от продления, для которого он создан, все равно, что привести к его уничтожению. А поскольку уничтожать члены человеческого тела не положено, то всякому человеку надлежит глазеть на все, что ему приглянется, и слушать все, что ему понравится, а для извлечения выгоды пускаться на всякую мерзость и козни, клевету и уловки, ругаться и лжесвидетельствовать. Не следует обращать внимание, если кто-нибудь понесет при этом ущерб или чья-нибудь жизнь пойдет прахом. В таких случаях надлежит сохранять душевное спокойствие. Поступай как хочешь и говори, что хочешь, лишь бы тебе было хорошо. Без колебаний используй всякого человека, какого только душа пожелает, чтобы жизнь не была тебе в тягость. Пока можешь, стремись к лику красавицы, ищи прекрасную, гибкую и легкомысленную возлюбленную. Коли найдешь, не упускай возможности, насладись ею и оставь, и ищи другую. И еще они учат, что если учитель или друг пожелает развлечься с человеком, то
тот должен без сомнений и колебаний отдаться в его власть. Отказаться же не подает ни в коем случае, так как счастливый случай улетает, как облако. Не откладывает дела с сегодня на завтра. Кто знает, как завтра обернется судьба. И вообще нечего препятствовать порывам, ибо запрет – это неверие. Наоборот, их надо высоко ценить. Ведь имеется множество подтверждений тому, что каждый, кто воздерживается от прелюбодеяния с мужчинами и женщинами, жалок и несчастен, опален клеймов отказов и всегда поникнут. И в качестве неопровержимого доказательства наши мудрецы приводят такой аргумент. Со времен пречистого Адама и до наших дней не было еще случая, чтобы человек, который не предавался прелюбодеяниям, становился князем или визирем, героем или полководцем, витязем или богачом, баловнем, счастьем или шейхом, праведником или распределителем церемоний. Правильность этих слов подтверждают и суфии, которые говорят, что разврат – это неотъемлемое свойство шейхов. Да и в исторических хрониках написано, что Рустам, сын Заля, приобрел всю свою славу и величие благодаря тому, что не отказался мужеловцам. Поистине наши великие мужи ведут эти речи, опираясь на собственный опыт, и правда на их стороне. В самом деле ведь совершенно ясно, что непорочность не приносит счастья. Мужчина должен добывать и брать, ибо истинный порядок покоится в обмене, и тогда его можно будет назвать великим и вдвойне щедрым. А если его отец с матерью поступали так же, как его следует провозгласить невысокородным? И хотя некоторые людишки из черни насмехаются над этим, предпочитая другие удовольствия, однако их речи совсем пустые, и ничего они не понимают. И всякий, кто по несчастью упустит такую возможность, потеряет ключ к блаженству и навеки останется в ничтожестве и злополучии. Вот так сказал поэт о подобном. Позволь, а не то будешь потом кусать себе руки, если такая горячая печаль не испечет хлеба. Тому счастливому, кто способен воспринять благие наставления, достаточно этой главы, а Господь да будет милосердным и во всем, способствующим добру. Аудиорассказы от Эдемы Элай.